Всем привет! И сегодня снова я снимаю разговорное видео, и если я опубликовала это видео, значит мои принты моих работ появились на маркетплейсе Wildberries. И для меня это чистый эксперимент. Я открыла свой магазин на Wildberries, и сейчас на данный момент я там опубликовала принты своих работ, но на самом деле я планирую развивать немного другое направление на маркетплейсе, но в качестве пробы я решила попробовать разместить там постеры. Я сделала первую поставку, и для меня это эксперимент, потому что я хочу посмотреть, могут ли в России вообще на маркетплейсе продаваться постеры именно такого формата с фэшн-иллюстрацией. Поставка состоялась всего пару дней назад. Магазин я открыла где-то месяц, может быть, чуть больше месяца назад. Это решение я приняла спонтанно, поэтому первой поставкой стали принты моих работ. Я не стала ждать подходящего момента для того, чтобы создать какой-то продукт, потому что я решила учиться по пути, даже если это совсем дурацкая идея, то все равно я решила попробовать, потому что жизнь, она слишком коротка, прежде чем мы поймем, что она пролетела так быстро. Поэтому лучше пробовать сейчас, чем откладывать это на завтра, если есть такая возможность. Почему я не планирую делать продажу принтов основой магазина? Здесь, наверное, ясные причины, потому что, во-первых, я рисую живыми материалами, и продажа моих живых работ, она оценивается высоко. Для меня, конечно, намного выгоднее продавать свои живые работы, это окупается намного лучше через галереи или когда я напрямую передаю это клиентам. Но мне все-таки интересно, как это будет работать на российском рынке. Сейчас в моем магазине доступно 45 принтов, это 15 иллюстраций, и несколько из них я сделала по 3 экземпляра. Мои работы можно найти по поиску Женя Z. И также я сделала еще небольшие открытки, которые, на мой взгляд, всегда покупателю приятно получить. Все работы подписаны лично мной, и я это сделала с огромной любовью. И я надеюсь, что человеку, который купит постер с моими работами, ему будет очень приятно познакомиться с моим творчеством, познакомиться с моей философией и познакомиться вообще с миром модной иллюстрации. Я не стала делать больше постеров, потому что это пробная поставка, и ссылки на постеры я оставлю ниже под видео, если кому-то интересно, вы можете с этим ознакомиться. Но чтобы это видео было полезным для тех, кто, может быть, планирует также развиваться именно в направлении постеров, допустим, кто рисует работы в цифровом формате и хочет их реализовывать через Marketplace. Почему через Marketplace? На мой взгляд, это хорошая идея, потому что там большая пропускная способность. И, возможно, это тоже может повлиять на хорошую вовлеченность зрителя именно к творчеству, к работам определенного автора. Хочу поделиться некоторыми моментами, с которыми я столкнулась при создании постеров, и хочу рассказать о них в этом видео. Первое, что я отмечу, что карточки товара, когда вы публикуете свои работы в карточках товара, Marketplace, я не знаю по каким причинам, он делает изображения немного серыми, и для меня это, конечно, является проблемой, потому что мои работы и оригинальность моих работ в том, что они яркие, я люблю использовать цвета. На данный момент я не знаю, как это исправить, но все работы в карточках товара, они немного бледнее, тусклее, чем оригинальная работа. И чтобы этот момент как-то донести до зрителя, я записала также в конце каждой карточки, записала небольшое видео, на котором видно, насколько работа яркая, чтобы человек мог более полноценно представить, как это будет смотреться в интерьере. И мне кажется, это очень важно. Я сделала единое оформление всех работ, но если послушать экспертов, которые занимаются продажей также картин и других товаров на Etsy, это Shopify, то здесь можно экспериментировать с карточками товара. Сейчас у меня все они оформлены единообразно, потому что я люблю систематично все делать и структурированно. Но на самом деле я думаю, что можно, и я, наверное, буду экспериментировать с подачей, потому что это тоже влияет на восприятие зрителя. Поэтому здесь, наверное, можно экспериментировать и не делать все, конечно, единообразным. В карточках товара я добавила примеры того, как иллюстрация может смотреться в интерьере. И здесь, конечно, очень хорошо использовать ресурсы, которые предоставляют мокапы. Мокапы — это такие специальные изображения, куда вы можете вставить свою
иллюстрацию и можете увидеть, как она будет смотреться в интерьере. И плюс еще в том, что вы можете также менять цвет стен интерьера, выбирать разные интерьеры, и это, конечно, позволяет для покупателя создать такую более широкую картину, более такое широкое понимание, чтобы понять, как картинка будет смотреться в интерьере. И если вам интересно, я могу оставить ссылку на тот ресурс, который я использовала. Он платный, но зато он дает возможность размещать эти изображения и использовать их в своих целях. Иллюстрации будут хорошо смотреться в интерьере, в белоснежном интерьере, в интерьере, где много света, потому что работы достаточно яркие, и на белой стене, на светлой стене они будут смотреться достаточно хорошо. Сейчас я разместила все постеры А3 формата, но, на мой взгляд, можно и попробовать А2 формат. Единственное, здесь, конечно, будет проблематично ситуация с упаковкой, но чем больше изображения, тем оно смотрится эффектнее в интерьере. И здесь нужно, конечно, учитывать тот момент, что я рисую на А3 формате, я фотографирую работы, и иногда я их сканирую, но чаще всего я их фотографирую. И если, конечно, делать с такой работы делать больше формат, то работа будет немного размытой. И вот здесь, если вы работаете, допустим, в электронном формате, то здесь нужно вот эти моменты учитывать и делать работу чуть больше для того, чтобы вы могли ее распечатать на большем формате. По печати я могу сказать, что очень здорово, сейчас очень хорошие краски, очень хорошая печать, и за счет того, что я печатаю с фотографий, получается, что принт, он очень хорошо передает текстуру бумаги, он очень визуально хорошо передает наслоение, слои красок, слои пастели, и принт получается достаточно реалистичным, поэтому очень похож на живую работу, и здесь я могу даже показать, как это выглядит. Что касается упаковки, то здесь я попробовала 3 варианта. Это конверты картонные, это крафт-коробки и тубусы. Я специально сделала 3 варианта, чтобы посмотреть, чтобы протестировать, как это будет. И, конечно, все работы я постаралась максимально предотвратить от каких-то изломов, изгибов и так далее. То есть я постаралась сделать достаточно хорошую упаковку, которая бы защитила их от каких-то повреждений. Даже в конверты я сложила работу между 2 картонных очень плотных листов для того, чтобы ее не смогли помять. Конечно, когда работа в конверте, когда прямая, на мой взгляд, очень удобно достать ее и сразу разместить в раме. Когда работа в тубусе, она, конечно, более защищена, потому что она очень герметично закрыта, но здесь, опять же, она скручена, и поэтому, когда человек получит эту иллюстрацию, ему нужно будет немного времени для того, чтобы работа распрямилась под рамой. И, конечно, работа будет смотреться красивая под стеклом или под специальной пластиковой пленкой. Работа будет смотреться намного презентабельнее. Что касается стоимости, то здесь, конечно, нужно учитывать все расходы. Нужно учесть, что Валберис, он делает цену ниже, чем вы ее назначили в карточках товара. В общем, ладно, я не знаю, почему Валберис снижает стоимость, и об этом мне еще предстоит узнать, потому что я буду учиться по ходу дела, но, в общем, этот момент, если вы будете также делать какие-то свои продукты, тоже нужно учитывать. Для зарубежных пользователей, которым нравится мое творчество, вы можете заказать некоторые принты и можете заказать оригинальные работы на моем сайте, я также оставлю ссылку ниже. Если вы будете приобретать постеры в моем магазине, то, пожалуйста, напишите мне свои впечатления, возможно, у вас будут какие-то предложения, пожелания, мне это очень важно для того, чтобы развиваться дальше, для того, чтобы делать интересные атмосферные продукты. Позже, я думаю, через какое-то время я обязательно поделюсь с вами результатами, в своем Telegram и скажу, работает это или нет, или, возможно, я что-то сделала не так, и, возможно, я проанализирую эти моменты. До встречи в следующем видео, и я поделюсь с вами ответами на интервью, которое я дала для бразильского журнала. И мне понравилось, что редактор задал мне достаточно интересные вопросы, и я хотела бы с вами поделиться ими в следующем видео.